Сегодня мы несколько вопросов будем задавать господину Билл Старки. Он попытается нам ответить и расскажет нам, что ожидает нас в ближайшее время. Итак, я передаю слово господину Билл Старки. Well, it's good to. I'm glad we can connect today. There's been a lot of energy, a lot of work that's gone into getting us to this point, and I'm glad that we can all meet for a few moments today. Здравствуйте, я очень рад нашей сегодняшней встрече. После того, как мы перешли на новую систему, огромное вам спасибо за ваше время. И, как вы знаете, очень много позитивных новостей. Now, when you changing from a matrix to a binary, there are thousands and thousands of lines of code that had to be created. Наверняка вы, может быть, знаете, а может быть, нет. Когда производится переход с матричной системы на бинарную систему, это все является очень сложным процессом. То есть это связано с кодированием и также затрагиванием многих частей системы. So we're going to have a few days where we are working on the code with feedback from you to find all the bugs and any little lines of code that misconnected to something. Я хочу попросить у вас терпения в течение нескольких дней, так как это новая система. Мы, возможно, будем обнаруживать новые какие-то еще не выявленные технические ошибки, и нам нужна ваша помощь в этом. Мы будем ждать ваших отзывов, ваших сообщений. Если таковые обнаруживаются с вашей стороны, пожалуйста, свяжитесь с нами. But the great news is, it's only a few days. It's necessary. It's important. It's part of it. But in a few days, we will never remember this transition, and it's going to be a lot of fun. Я уверен, что это не займет более нескольких дней, этот процесс, пока мы все выявим, исправим. Исправление ошибок очень быстрое. И как только это закончится, мы полноценно будем наслаждаться всеми плодами новой системы. And, so I'd like to just spend some time, and maybe we've got questions that Vladi and Yevgen and Laszlo might have. I'd like to just have this an open meeting to help each of you as best I can. И сегодняшняя встреча заключалась в том, чтобы сообщить вам это, а также я хочу спросить у наших лидеров Влади, Евгена, Лазла, Атилу, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Да, у нас есть несколько вопросов, но я хотел бы тогда сначала Евгена Свобода подключить, чтобы он дал вам вопросы. Давайте я сейчас Евгена подниму, он даст вопросы, а потом меняем. Да, добрый вечер, Билл. У нас добрый вечер, тебе доброе утро. Вот, и добрый вечер, монтаж. Всем добрый вечер, всех приветствую на нашей встрече. У меня к Биллу есть у меня три вопроса есть, но один самый важный вопрос, который я хочу задать. Значит, его первый вопрос. Все-таки сайт фирмы – это лицо компании. Это лицо компании. И там не так уж очень много перевода. Я прошу вас, чтобы перевели нормально вот этот сайт. Потому что перевод ни в какие ворота не лезет. Абсолютно он гугловский. Амантаж, ты слышишь меня? I have one question. Would you please, as soon as possible, make this happen, translation of the website, because our new website is not yet translated. And that if that will be, one of the priorities, I'd appreciate it. Oh, well, I wasn't even aware of that, and I will be on that today. Сегодня же я подключусь к решению этого вопроса, потому что до этого этот вопрос состоял в списке, который должен был быть сделан. И я, к сожалению, не знал, что это до сих пор не сделано. Я подключусь к этому вопросу сегодня же. Значит, сейчас мы получили уже информацию по бинарному нашему дереву, мы видим всех людей. Там в наших линиях, левой и правой, монтаж, много людей, которые инактивные. Я бы хотел, чтобы Билл Старки объяснил процедуру активации этих людей.
вот реально, сколько денег надо заплатить? Наверное, $25 за вход в бизнес, потом абонентская плата $25. Ну, какие там процедуры, и как это можно быстро, и какое время у нас есть для того, чтобы восстановить неактивных людей, чтобы они стали активными, и сколько денег нужно на это затратить? Это второй вопрос. Сколько времени есть на активации? Алло. Владимир. Да. В бинаре на сегодняшний день. Ну, ты слышала мой вопрос? Да, как нужно активировать, какие шаги можно предпринять для активации неактивных аккаунтов, которые человек или партнер может видеть в своем бинарном дереве. Евген is asking, would you please advise or just like give us some suggestions how we can activate inactive accounts which are located in our binary trees? Okay, we're going to, I want to get everybody a list of all the inactives inside of your trees. All the key leaders will have that list, so you can work with your teams, and we will try and get that to you in the next 2 days, before the end, let's say before the end of the week. I will have all that data to all of the leaders about anyone who's inactive in their organization. Я со своей стороны могу сделать следующее. Я могу предоставить в течение пары дней всем нашим лидерам данные всех неактивных аккаунтов, которые находятся в их организации. And then they'll be able to contact all their people. I'll get them their names, their email, all the information I have. После чего, то есть это будет контактная информация, как номер телефона, электронная почта и так далее. После чего вы сможете связаться с этими неактивными, владельцами неактивных аккаунтов. Okay. Once we get in touch with those people, how they need to activate those spots? Yeah. What they need to do. So I'll get with the IT team people. I don't know the answer to that. Do you have an answer? No. And we will come up with an answer, and I will send out a special email to all of you today with an answer. У меня нету ответа на этот вопрос, каким образом на данный момент можно активировать эти неактивные аккаунты. Но я обязательно свяжусь с моим программным отделом, я узнаю детали и вам как можно скорее отправлю сообщение с деталями по активации. Да. Евген advice. Can you please shorten the availability term of the bonuses? For example, as of now, we have 2 weeks. Oh, so let me respond to this 2 weeks. They wanted to put 2 weeks in, Casey and the IT people, to give them time so that we didn't have any problems. But I'm going to change this immediately. We are not going to have a 2-week delay. So I will be meeting with the staff today, and we will have it down to just our normal 3 days, as always. This was just for the movement of the binary. There will be no delay in your paychecks at all. Кстати, по этому вопросу у меня есть ответ. Это изначально было нашим программным отделом и отделом Кейси Миншу определено, что оплата будет проходить в доступный баланс через 14 дней. Для меня это был очень большой срок. Я не был согласен с этим. И сейчас, кстати, я хочу вас обрадовать тем, что у нас сегодня как раз будет совещание по этому поводу. И баланс, который будет доступным из Ledger баланса, то есть из бухгалтерской книги, будет переходить, как до этого матричная система была, в течение 3 дней. Через 3 дня, извините. I apologize. I had a health issue, and I've been out of the office for about 2 weeks, and I was not involved in the communication, so unfortunately this was miscommunicated.
Это просто получилось, можно сказать, недоразумение, потому что в последние 2 недели я чувствовала себя не очень хорошо. А на самом деле у него повышенное давление было, он не мог приходить в офис, Билл. И поэтому он отсутствовал во время совещаний с отделами нашими. И сегодня у него будет возможность как раз, и вы здесь напомнили, как лидеры, что баланс, который будет доступен, то есть переходить в доступный баланс будет укорочен, как по предыдущему плану. Вас это устраивает, Евген? Значит, я хочу от имени своей структуры поблагодарить Билла Старки, поблагодарить его команду за то, что они с такими серьезными усилиями, которые они приложили, они все-таки запустили новую систему. У нас вопросов уже нет. Мы свою работу сделали. Теперь мы будем делать свою работу. Я прошу всех вот сотрудников, которые слушают нас, вот эти 2 недели, которые у нас есть, очень сильно увеличить оборот. Используйте весь свой потенциал, используйте всю свою энергию, все свои связи для того, чтобы поднять оборот именно в первые 2 недели. Это очень важно. Спасибо, Билл, тебе за все. Все, мы смотрим. Great. Хорошо. Влади, может быть, у Лазло или у Атилы есть вопрос, или у вас? Attila, van kérdésed neked? Mikita, jó, oké. Привет, привет, Амандач. Амандач передай ему, что он очень относился отлично к своим давлением, потому что мы еще с ним должны вылетать. Так что давление, чтобы был осторожен с давлением. Это первое. Да. Мой вопрос. Месяц-центр, он будет работать? Месяц-центр. То есть у нас приходили раньше, кто регистрировался, какие деньги вы получаете из месяц-центра в офисе? Okay. Сейчас, да, сейчас ответим на вопрос Лазло. Лазло спрашивает, будет ли включена нотификация, то есть уведомления, сообщения будут приходить. Если уже не приходят, то они обязательно будут приходить о новых поступлениях, новых регистрациях, как обычно это было до этого. Хочу сказать, что DPG сейчас будет нормально работать, и сейчас тоже есть какие-то там задержки, потому что деньги не выходят так, как в этих порах выходило. Там пишут постоянно уже с воскресенья, что процессы. То есть маркетинг-план точно немножко остановил эту систему. Before they had some issues like creating a virtual card or sending over the funds. It took longer than it used to, etc. Yeah. During the holidays, GPG really got there was just a real issue with all the different banks in Europe and the US and coordination. But I would expect all of that to smooth out because we've been working with them to write code. And I think all that will smooth out very nicely
moving forward. I think it'll become better and better in the very next few weeks because our team's all working with them. В течение нескольких недель я уверен, что работа банка GPG намного улучшится, чем сейчас, потому что, как вы знаете, федеральные праздники происходят, банки не работают, еще какие-то моменты бывают и с технической стороны, но сейчас Кейси, он работает непосредственно по этим вопросам, и все, естественно, улучшится, намного улучшится. Yeah. And one of the issues was, you see, we're dealing with a U.S. bank with U.S. laws, and then we take it offshore, and then we were dealing with a Hungarian bank, and all three of them had different holiday patterns and different regulations in it. And but we learned all this, so we'll never experience that again. Как вы знаете, GPG предоставляет банковские услуги, которые находятся офшор, а разные законы. Также мы работаем с Венгрией, с банками в Венгрии, в Америке. У каждой страны свои законы, свои праздники. У нас, если здесь праздник, то у вас, может быть, это рабочий день или наоборот. И вот такие маленькие несостыковки повлияли на работу нашей системы оплат. Но это уже все детали уже проверены и будут улучшаться. And also, we're working right now, we are working with a consultant, a special accounting firm, to help us set up a bank in Russia so that as we continue to grow, we're in compliance with Russian law. Сейчас, на данный момент, мы работаем с консалтинговой компанией по вопросу открытия банка или банковского отдела в России, и чтобы и по законам это все соблюдалось, так как мы растем не по дням, а по часам, нам уже нужны банки почти в каждой стране. And this will just be for our Russian people, obviously. И, естественно, этим банком или отделом банка могут пользоваться все граждане России. Последний вопрос про 1, про 2. Когда начнет уже нормально работать? То есть про 1, про 2. Когда начнем с ним уже нормально работать, потому что у нас сейчас нету системы, не находится про 1, про 2 системы. Okay. Can you please tell a couple of words about Pro packages, how we will continue to work with Pro packages? Okay. The Pro package is one of my favorite products for the business community. Для бизнес-сторон самым лучшим пакетом является, естественно, Pro пакет. We have big plans to begin to change the model of how we do the Pro package in the next 3 months. And we're going to make it where you can have a franchise to sell the Pro package in your own country. Мы сейчас работаем над планом, чтобы изменить работу самого пакета. То есть в течение 3 месяцев, следующих 3 месяцев, мы хотим разработать обновленный пакет Pro, который будет позволять вам, как владельцам бизнес-пакетов, перепродавать франшизу, то есть маленькие отделы этих пакетов. Вы будете иметь возможность продавать франшизу. So we're going to create a special training system. So you can become a authorized, certified dealer to sell that product, and then you will actually get the stamp and the seal and everything and the wire banking, so the money will come directly to you in your country from your customers. Мы будем дополнительно ко всему этому, естественно, устанавливать тренинговые системы, то есть обучать владельцев пакетов бизнес, пакетов Pro тому, как работать. Эти владельцы будут иметь свою печать для мокрой печати, для того, чтобы создавать соглашение, то есть создавать соглашение и работать с бизнес и с юридическими лицами. And so there's a great opportunity that we see, and we've now understand how to meet all the different laws of the countries. Over this last year, we've learned a lot of lessons. So we're real excited, but it'll take us about 3 more months to finish building that. And in the meantime, you can continue to sell it just as you are. На данный момент вы можете все еще продавать, как будучи партнером, вы можете продавать бизнес-пакеты, как и до этого, но в будущем, опять же, в течение 3 месяцев мы планируем закончить работу над усовершенствованием бизнес-пакета.
И у вас будет возможность продавать франшизу, как я говорил, у вас будет возможность иметь банковский счет, куда напрямую будут приходить ваши заработки, и это намного упростит работу с бизнес-пакетами. And so this is going to become much more profitable and will become a very big part of your business because it will pay into the matrix, into the binary, but it will be a product that we can sell through all the business community. It will go very, very quickly. Я уверен, что распространение и то, что этот пакет, бизнес-пакет, будет пользоваться большим успехом, у меня нет никаких сомнений. И вы сами в этом убедитесь, вы будете получать огромный доход от самого пакета, от продажи пакетов. Также я хочу сказать, что мы за последние несколько лет изучили то, что по законодательству тех или иных стран не соответствует то, что мы делали или делаем, или то, что мы делаем, не подходит по законодательству другой страны. Поэтому вот мы хотим усиленно работать над тем, чтобы эти пакеты могли без всяких задержек продаваться юридическими лицами. Тогда сейчас несколько вопросов хотел бы задать. У нас люди спрашивают, и мне хотелось бы передать вам их вопросы. Возможно ли будет партнеров регистрировать из Беларуси? There's another, Vladi is saying, I would like to pass a couple of questions from our affiliates. Yes. We have now Belarusia. It's a country banned by US. Okay. So Vladi is asking, will we maybe in the future accept them? Yes, we will. Oh. So we'll have to check with our legal team. So this is all a matter of checking with legal. Я бы с удовольствием принял бы каждого и всех нашей планеты. Единственное, что сейчас я вам не могу ответить, потому что нужно посмотреть легальную сторону. И как только я найду вопрос, я вам обязательно предоставлю. Хорошо, посмотрите, пожалуйста, потому что в бэк-офисе сейчас при регистрации нет возможности с Беларуси человека зарегистрировать. Это первый вопрос был. Следующий вопрос именно по бэк-офису. И я записал, сегодня много людей мне задавали вопросы. Я думал, что эти вопросы смогу сейчас посмотреть, потому что раньше репорт, когда я открывал конференц-зала, он показывал, кто какие вопросы задавал, и мне приходило на почту. Сейчас не приходит репорт. Будет ли репорт такой, как был раньше, или не будет? There's another question about video conferencing reporting system. What happened before we had that reporting system? Once we are done with our existing conference, usually I receive report what happened on that conference with all details on the chat box. And this time I tried to bring as much as possible questions from that video conference. However, I didn't get that report. Do you know if that will be resumed? Yes, all the reports, everything will all be reconnected. Just continue to turn in to customer service, anything like that you notice. Send them a specific, here's what I need, here's what's not there. And they are adding, like yesterday, they did 14 different enhancements yesterday alone. Влади и уважаемая аудитория, да, все, что у нас было до этого, все должно работать. Если что-то не работает, мы вас очень просим, как только вы обнаруживаете это, пожалуйста, свяжитесь с группой поддержки. Возможно, это еще не обнаружено с нашей стороны, потому что вы интенсивно пользуетесь этими продуктами. Если вы нашли что-то, как бы техническую ошибку или не сработавшую функцию, пожалуйста, предоставьте нам эту информацию. Теперь много лидеров спрашивали меня, будет ли возможность выбирать, проплачивать $20 или $25, потому что многие с удовольствием бы проплачивали $25 для того, чтобы 50 поинтов насчитывалось за абонентскую проплату. Будет ли такая возможность? Currently, a company honored $20 monthly fee for all existing customers within a whole year, 2013. But some of them, they wish to pay $25 monthly fee in order to generate 50 points instead of 35. Yes. Will company provide them with that choice? Yes, it'll be, we're going to start working on that once we get all the other connections made that are important.
and then we will give them that feature. Да, мы планируем включить опцию выбора, если человек, партнер, который получил фиксированную плату по $20 на целый год, захочет оплачивать по $25 для того, чтобы заработать больше поинтов, конечно, мы это сделаем, и это будет включено в скором будущем. Хорошо, большое спасибо. И самый такой неприятный вопрос, я знаю, что господин Билл в этом не участвовал. У нас есть несколько лидеров. Это неприятный вопрос будет. Несколько лидеров, которые имеют по 100 человек. Это новые лидеры, которые начали недавно работать. Они собрали команду, допустим, 100 человек. И у них получилось, что в бинаре 99 человек попало в одну спонсорскую ветку, а 1 человек попал в правую ветку. У этих людей по 15 лично приглашенных людей. Они недавно начали бизнес. Теперь им по новой надо начинать 10-15 человек строить правую ветку. Я думаю, что эти люди очень-очень обижены, и надо бы как-то решить этот вопрос. Bill, I understand that you probably were not involved in the decision of this question. However, I have to bring it up. We have new leaders who came to iWowWe and are committed to work and be with iWowWe for a long period. But once they found their binary, they were really surprised. Most of our leaders who have more than 100 people, they found that about 90%, like about 100 and over people, they found it on the left side, but only one person on the right side. So that means that they need to bring again new personals, and it looks like they need to start over again their business which they already built. Can you please tell maybe those leaders can switch or distribute their current existing personals as they want? Okay. There is no tool built. We can't. It's not even a matter of do I want to do that. I'd love to do this for people, but there's no tool built today to do that. Mm-hmm. We are talking about it. How do I help some people? But this doing this kind of small efforts could delay everything else we do for a month, maybe even more. Maybe the chat, like to do the chat, or the chat we can have done. We're working on this and not fix chat for months. So there's a cost that we do when we do these kinds of things. But I understand. Я очень понимаю, Влади. Вопрос состоит не в том, что хотел бы я бы или не хотел бы сделать. Я бы с удовольствием хотел бы, но не могу на данный момент. Почему? Я вам объясню. Дело в том, что на данный момент у нас не существует инструмента, внедренного в систему, который позволяет это сделать. На данный момент это невозможно. Если я сейчас дам задание построить этот инструмент и внедрить его в нашу систему, это может занять пару месяцев или может быть больше. Сейчас у нас в настоящее время имеется список, например, закончить как можно скорее проект с чатом в бродкасте, чтобы он заработал как можно скорее. Этот проект в этом случае может отложиться на несколько месяцев. То есть мы ставим приоритеты, где и как можно, что быстрее и лучше не для маленьких определенных групп, а для всей организации. Now, also, I want to point something out. That this is not bad when someone has all these people down one side, like 100 people, and only one here. This is a good business decision. И вы знаете, я хочу сказать вам, это абсолютно неплохое расположение бинарного дерева, если большее количество здесь и один партнер на другой стороне. Because we are a dual team system. This means they have one team built, and now they only need to focus on the other team. Это говорит о том, что вы поймите просто суть бинара. Бинара — это только две ветки. И это значит, что одна ветка уже полностью построена, она рабочая. Вам нужно просто сконцентрироваться на другой оставшейся ветке. И тогда будут происходить циклы. This is not starting over. Это не означает начать this is a huge success. Это наоборот считается огромным успехом.
Because now, if they put all their efforts and motivate, every sale makes them a check. Если они сейчас будут, наоборот, развивать одну только ветку, а вторая уже готова, то они постоянно будут получать чеки, то есть циклы. And so they begin to get momentum going and working with friends. It only takes one friend, and they can go get two friends, and they can go get two friends. It does not take, this is a good situation. Это очень хорошая ситуация, когда, например, один человек приглашает другого, тот человек приглашает еще двух и так далее. То есть это по два человека, и уже бизнес практически развит. I know it seems difficult, but I want to encourage you that this is a very good scenario. Мне кажется, вы предоставляете эту систему немножко не так, как должны себе представить. Это очень хороший сценарий, это очень хорошее положение. Because you see, if you just have one who sponsors one, you can build to infinity. Вот, примите следующее. Если один будет приглашать другого, другой будет приглашать другого, другой будет приглашать другого, и так до бесконечности. Понимаете, это идет уже глубоко до бесконечности. You know, and I think, you know, I've been in business 35 years, and I've never had this situation for me. Я в бизнесе более 35 лет, и никогда у меня не было лучшей ситуации, тем, например, вот эта ситуация. I shared from a strategy point. Я с вами поделился с точки зрения стратегии. Even with you, the biggest leaders in the company, that if you could just put everybody down a straight line, this was my recommendation. И я, как вам, большим лидерам, и рекомендовал, если вы помните, ставить всех ваших лидеров в одну большую ветку, то есть одну очень большую ветку создать. Because then everybody would just need to focus on one leg. Поэтому после чего каждый просто будет фокусироваться на одной ветке, потому что одна большая уже построена. And if I could afford it, you know, in other words, if let's say I was the top, Rick Everett is at the top of our company, and I told Rick if he could afford it, he should put everybody down one leg. Я сказал даже Рику Эвертсу, одному из наших больших лидеров компании, если ты можешь себе этого позволить, пожалуйста, поставь всех в одну линию, всех, кого ты сейчас имеешь, абсолютно в одну бесконечную линию. Now I understand a good balance, and that's what makes you an income. Я понимаю, что такое есть баланс, что, естественно, приносит доход. And that's what you want to work on. Я понимаю, что всем хочется баланса и работать по именно этому балансу. But this is also a very good position. Но это тоже одна из очень хороших позиций. Once you understand there's two teams. Как только вы поймете суть и то, что это состоит из двух команд. Yeah, this is not starting over. Это не означает начинать сначала. It's already, most of the work is done. Это означает, что большая часть работы уже сделана. But we are still going to continue to work to develop this tool. Мы собираемся, продолжаем и не останавливаемся на продолжении работ. And I have heard several stories that are that I would like to help. Я слушал несколько историй. Я бы хотел помочь со своей стороны. But today the answer is no. We don't have a tool, so it's not even an option. Возвращаясь к вашему вопросу про лидера, который вы сказали, Влади, да, у меня было несколько историй, несколько запросов, но, к сожалению, я не могу в этом сейчас помочь, у нас нет возможности. So we have 250 people on this screen. Как вы знаете, у нас сейчас на совещании, на этой встрече присутствует 250 человек. I want to speak to all 250 people that are viewing. Я бы хотел обратиться ко всем вам, уважаемые партнеры. And encourage you to focus on building your legs. Пожалуйста, сфокусируйтесь на том, чтобы вы развивали и строили ваши ветки. And do not keep calling your leaders and asking them to move people around because they cannot. Я хочу вас попросить не обращаться к лидерам, чтобы они помогли вам изменить расположение ваших лично приглашенных, потому что они не могут этого сделать, как и я. Это просто с технической стороны невозможно. So we need to focus on how to win, and you have a wonderful situation, all of you, and to focus on winning and making a good living
with what you have. Поверьте мне, у всех наших партнеров имеются очень хорошие позитивные позиции и расположение этих позиций. Поэтому не теряйте время и работайте над тем, чтобы вы развивали вашу, скажем, неразвитую ветку и получали, и вы будете видеть уже результат. После того, как вы начнете усиленно работать, вы увидите результат. Because all of you and your leaders need to focus on what will make you income. Вы должны сфокусироваться, так и как ваши лидеры, вместе с вашими лидерами и командами, на том, что вам принесет доход. And so I want to encourage each of you to find the positive and make a strategy for your business. Пожалуйста, найдите позитивную, оставайтесь на позитивной волне и создайте стратегию, которая поможет вам развить и получать больше дохода. Because no one can hold you back in a binary. В бинарной системе никто вас не может удержать или задержать или не давать работать. Even someone who has never had success before can focus on their binary and build a great team. Даже я уверен, что даже люди, которые никогда до этого не работали в бинарной системе, сфокусировавшись на развитии своей команды, они могут достичь огромных успехов. And so I hope this helps. Я очень надеюсь, что этот ответ помог многим. Большое спасибо, Билл. Я это прекрасно понимаю. И поверьте, что я то же самое говорю всем своим лидерам и партнерам, что и вы. Но мне хотелось бы, чтобы это они услышали с ваших, прямо непосредственно от вас. The same thing I always respond to my leaders and to my team, but I want to just let them to hear it from you. Thank you very much. Последний вопрос, которым меня бомбят постоянно, хотят спросить, когда будет приложение, чтобы и лайв-бродкаст, и конференц-зал можно было запускать с мобильного телефона? And of course, the last and very important question, as you got it before many times, when we can expect to have mobile application for our product, so we can start it on our phones, smartphones, and iPads, pads. This is now our number one. Let's just say we will work on making sure this all works good for the next week, get the reports done, and get all the things that we discussed today. Maybe it will take us a week or two to do that. And then the entire company is going to focus on mobile. Как я только недавно отметил, мы сейчас работаем, это, кстати, мобильное приложение, это один из приоритетов в нашем списке проектов. На данный момент, как мы перешли на новую бинарную систему, мы сейчас дорабатываем, то есть, как я вам сказал, пару дней займет, где-то, наверное, недельку займет исправление возможных маленьких ошибок, как вы заметили, по отчетам, как вы, может быть, заметили по тем или иным функциям, да? Как только мы закончим это, вся команда программистов начнет работать над мобильным приложением. Большое спасибо, Билл. Абсолютно удовлетворило. Еще у кого-то есть, может быть, вопросы? От Инова Микердиш. Окей. Еще один быстрый вопрос, хочу задать. Я думаю, что для каждого будет интересно. Те аккаунты, которые уже не присутствуют, то есть там, где люди не хотят работать, а мы хотели их переписать. Как быстро это можно сделать, чтобы мы могли спокойно переписывать тех аккаунтов, которые уже не работают, и другие хотят их забрать? Over accounts, for example, there's account, and the owner of the account no longer wants to work. Can we maybe purchase it or just pay a fee and change the affiliate data information like a W8 form? The answer is yes. We will be building. In fact, we will be building a special tool, a person here to contact with time. Right now, you can do a few things on your own. You could keep the bill going yourself, but we will actually be building a department here at the office over the next month to be able to do that. Вопрос, да, это будет возможно, переписывать
аккаунты, владельцы которых не хотят или не продолжают работать, на человека, который хочет работать. Мы собираемся создать специальный отдел в нашей компании, который будет этим заниматься. И дополнительно мы будем внедрять инструмент, который будет возможен как для нашего отдела и для наших партнеров производить эти изменения. Про условия, как, сколько, зачем, почему, я пока не знаю, потому что это в планах. Но ответ – да, это будет возможно. Прекрасно, прекрасно. Сейчас Атила. Bill, I'm just gonna ask the question probably many people hasn't came to me. When we look at the back office and you see the available balance, I assume it's the same way. The ledger balance include the available balance, right? Вопрос от Атилы. Мы сейчас, когда смотрим на наш бэк-офис, то есть виртуальный офис, отчетный раздел, там имеется ledger balance, это бухгалтерская книга, бухгалтерский баланс и доступный баланс. Как рассматривать, находится ли доступный баланс там же, как и в бухгалтерской книге? About the ledger balance, you heard that? Yeah, I'm not sure how that works myself. I haven't had time to go look through it because it wasn't developed by me. I wasn't involved in that. Мне очень неловко. And so I don't have a good answer for you. I'm going to go look myself. Мне очень неловко, но мне приходится сказать, что, к сожалению, я не знаю, потому что это у меня не было возможности и времени заниматься этим. Это был проект не мой, то есть я не занимался непосредственным проектом. Это больше всего хорошо объяснить бухгалтерия. И как я найду ответ, я вам обязательно предоставлю. Значит, больше вопросов нету. Есть тогда еще один вопрос, касается бухгалтерии. Надо бы проверить, потому что были такие случаи. Лично у меня тоже карточка прикреплена, на карточке есть денег, и у некоторых людей не снимает автоматически абонплату. Человек становится неактивным. Можно ли это проверить, что почему такие сбои идут? Vladi is asking, and he's informing that it is last question about payment. On my personal account as well as in other affiliates accounts, we have valid CC, like a card attached. Yes. However, for some reason, system doesn't take the monthly fee automatically, and we checked all possible ways. Like approval purchasing and everything. It's like expiration date or the data information of the card checked by us, but for some reason the system didn't take monthly fee and affiliate becomes inactive. Would you please maybe, if you have time, ask why and what is it improved or not? Okay, great. This is something we want to work on, and always continue to. I will absolutely check into that. And continue, Vladi, you do a great job working with Casey, but this is something you should work directly with Casey on as well. We want to fix that. That needs to be corrected. Я уверен, что эта проблема, если она таковая имелась или имеется, она должна быть решена. И спасибо за то, что, Влади, вы постоянно работаете с Кейси, продолжаете предоставлять ему эту информацию. Пожалуйста, обратитесь к нему, потому что это его отдел, и он обязательно вам поможет. Хорошо, спасибо большое. У кого-то еще есть вопросы, Женя? Нет вопросов ни у кого больше. Тогда большое спасибо господину Билл Старки. Очень благодарны, что вы пришли, чуть-чуть успокоили людей, они получили кое-какие вопросы, ответы. Правда, не на все вопросы, потому что, может быть, до утра мы могли бы разговаривать, если бы на все вопросы надо было бы отвечать. Но пока столько. Посмотрим, что в пятницу Бар Денджерфилд еще будет также отвечать на вопросы людей. We have a lot of questions, however, our time is just enough what you did, and we highly appreciate. I hope that Bar Denджерфилд will answer more questions on Friday. And I'll be on that call on Friday also. Спасибо вам большое, и в пятницу Билл будет присутствовать, то есть участвовать на телевещании.
для лидеров. Спасибо большое. Благодарю вас. До свидания тогда. Спасибо. До свидания. Thank you very much. Bye. Integes, búcsúzol el. Всего доброго.